Всем привет, с вами Virtus.pro, меня зовут Павел, меня зовут Артур. Мы сегодня будем вам рассказывать про грима. Наливайте себе чаек, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и приятного вам просмотра. Грим, в общем, универсальный персонаж. Его обилка позволяет собирать очень много информации. В принципе, можно даже очень спокойно занимать очень большие области карты. Его можно и на спину кинуть, просто если ты там впушил, там чел заспотился, либо не поджал. Или ты вкинул куда-то в лицо, чел спустился по лестнице, ты запушил другую область, потому что отдали, кроссфайр пропал. Как будто у грима столько вообще вариантов использования полезных. Он вообще один из самых полезных оперативников в атаке, типа, в данном мете. Недостатков это просто, что он достаточно шумный, и все практически всегда будут знать, где ты, и если ты там пытаешься люрковать, у тебя особо ничего не получится на гриме. Хотя Найко там в мейне тусовался на шале, я не знаю, как он туда постоянно приходил, у него 5 пчел, он уже идет, бар-дверь по лестнице поднимается, а точка бар. Вот это Найко, он умный. Считаю, слабых нет. Нету. Я тоже не вижу ни одной слабой стороны. То, что ему добавили баунс, имба, дробовичок есть, имба. Ган, имба, и окоп есть. У него хардбридж, он и пилит, у него маленький импи, у него и от ранаутов, ты можешь соло на кафе сзади припелиться, клейморчики у него есть, 0 минус. 0. Самый сильный герой в атаке, ну если ты какой-то саппорт. Расскажи подробнее о уникальной способности грима и пчелах на наботах. Ну, нанобот это я. Стреляешь баллон, который раскрывается. Ну да. Из этого баллона вылетают куча пчел в радиусе где-то, метров сколько там? Ну, 3 метра, вот как вся вот эта область примерно. Вот как и вот все так. противники, которые попадают в эти пчелы, имеют неприятную штучку, которая постоянно их отмечает. Да. Ну смотри, как много он зонит. Лайф. Это жесть. Лайф меткой, как от Шакала или Леона, только она постоянная. Как от Леона старого. Ну да, только она постоянная. Просто лайф метка. Это вообще имба, это не контрится. Ну как вот убить чела, когда тебя просто лайф спотит, а у тебя еще и некуда уйти, например. Грим имба. Какое пространство? Ну типа большое. Спустись вниз, покажи. Ну вот так вот ты баунсишь в лангу. И удачи челу помочь вообще. Тут просто все в пчелах. Ты даже к двери подойти не можешь. Ты просто не можешь даже во фризер нормально зайти. Тебя заспотает. Вот пчелка летит, заспотает. Не заспотает. Заспотает. Маленькая одна. Ну ладно, не заспотает. Если ты вышел из пчелы, 5 тиков. Пока ты в ней стоишь, ты спотаешься лайв. Ну, соответственно, столько времени, сколько действует канистра. Мне кажется, секунд 15 точно есть. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Для чего нужен грим? Я, конечно, ни разу этих пчел не кидал, но а что тут надо, собственно, знать? Примерно так это выглядит. Ты типа приходишь такой, у вас там экзекьют мейна, фризер, распилили мейн, распилили. Челы идут во фризере и говорят, что нам надо пчелок, чтобы чел с лонги не пикался, с моурума не пикался, ротейта не пикал. Ты выходишь на гриме, раз пчела, два пчела. Грубо говоря, ты дал первую, постоял, подождал. Дал вторую, отошел, подождал. Дал третью, вот тут уже можно достать ган. И стоять, смотреть углы, метки смотреть, пчелок своих, и все. Грубо говоря, ты дал 3 пчелы, отзонил гигантские области просто. Вот эту парашу, small room, важнейший, и лангу, которая хелпует фризеру. Дальше во фризере челы сами должны условно кинуть себе флешки вот сюда за бокс, или тут пройдет Монти, либо тут кинет ему хае, либо его просто на трейд распикают, убьют фризер, все, человек в ланге не может рефрагать, либо они выйдут в пчелы, и, соответственно, информация будет. Обилка достаточно простая, но и одновременно очень сильная. Ты просто даешь очень много информации своим тиммейтам. Кто его контрит? Соги, вамайки, мутилки И виджил. и виджил, грубо говоря. И это по факту главная его контра, помимо мута, потому что мутку можно дать сюда, мутку можно дать там, в small room, и это все законтрит грима, потому что сквозь мутки не работают пчелы. Виджил в обилке ты можешь бегать по пчелам. Но с другой стороны, виджил юзлес герой, его никто никогда не пикает, поэтому... Самое наглядное, где можно объяснить, для чего полезны пчелы, это шале, атака соляриума, потому что это такая область, в которой позиции все... Тебе не обязательно пикать, чтобы убить человека, потому что там 2 окна, и людям, чтобы зайти в карту, им надо зарепелиться внутрь. Соответственно, они тебя слышат, когда ты репелишься внутрь, пикают тебя по таймингу, по звуку точнее. Чтобы они этого не делали, ты пикаешь грима. Но при этом, как бы, опять-таки, тут могут люди поставить мутилки, вамайки и так далее. Во-первых, дрон базовый. Во-вторых, тебя могут убить отсюда, тебя могут убить отсюда с дырки, тебя могут убить справа с совы,
Тебя могут убить с лестницы, если там человек стоит. Но с такого дрона ты условно сразу эту информацию соберешь, скажешь своим тиммейтам, как вы будете действовать дальше, в зависимости от того, стоит он на лестнице или нет. Дальше. Какой у тебя раскид? Мужики говорят, сейчас будем летать. Ты говоришь, сейчас буду раскидывать. Вот. У тебя сова кидается, я выключу баунс, чтобы кинуть нормальную в спальную дверь. И вот третий у тебя летит вот туда, в дырку. Чтобы Посмотри, пушка. Ну, просто пушкой. Давай, просто чтобы у тебя чел small room или перед small room не гулял. Бумс. И все. И у тебя 3 пчелы, все знают, что ты залетишь сейчас, все знают. Но никто ничего тебе не может сделать, потому что ты в пчелках. Перерыв между катками. Время обновить запасы с Яндекс.Едой. Все от бургеров до десертов с доставкой прямо к клавиатуре. При первом заказе от 1000 рублей с промокодом ITSVP скидка 350 рублей до конца месяца. На примере этой атаки у тебя очень большой вероятностью может быть тиммейт вот на этом окне. Соответственно, вот тут чел в пчелках немножко офигеет. Он на этом окне также может убить чела за ренфом. Или в смолруме, если тут не поставили ренфа. И также у тебя может быть человек, большое окно репел, и он также убьет человека за ренфом. Вот тут, если этот подставится, и так далее. То есть у тебя грим, как бы он располагает к тимплею, потому что у тебя очень много позиций занимаются типа быстро и относительно бесплатно, потому что ты просто кинул пчелку, обычно там ни муток, ни ломаек, ни ягера нет, потому что сейчас все пикают просто там Солис, Азами, Фенрира, Вальку, бегают по мапе, они не стоят на позициях. Поэтому Фенрир хоть на 2.30 ты зарепелился, кинул, залетел, если твои тиммейты были готовы тебе помочь, ты залетишь и выживешь. Потому что очень сильный герой, просто банально, и все. И никто его не контрит сейчас особо. Грим в основном полезен на любых точках. Ну, фактически, да. Но наиболее большой импакт он привносит на таких картах, как кафе, шале, консульство. Ну, то есть карта, где есть сайты, где ты репелишься, и у тебя сразу сайт. И ты с этих окон можешь сразу просто раскинуться пчелами так, то что ты по факту весь сайт заспотишь. Ну или какие-то прилегающие области, которые мешают продвинуться тебе, твоим тиммейтам, залететь тебе мешают. Ну, вообще, по факту, вот тот же самый шале, ты раскинулся с очков или с большого окна, у тебя все, у тебя весь сайт видно, как на ладони, ты все знаешь про сайт. Да. На кафе 3-й этаж ты все коктейли, весь лаунж можешь тоже запчелить, и у тебя вся инфа, доски, белые, все, по всему есть инфа, да. Мега легко атаковать, фаспушить как угодно, вообще что угодно. Единственная контра — это мут, и то мутилки можно вырубить маленькими EMP, которые у самого грима и есть. Ну, сейчас там еще и Twitch Браво в мете, там мутилки только так щелкаются. Так сейчас и баг в мете, который снизу ходит, да. И все ломает. Да. Кстати, офигенная комба, это, ну, за пример, если взять консульство, это SEO-атака, когда у тебя грим висит на SEO-окне вот этом новом. Баг снизу хорошо может с пиано отрабатывать по твоим гримилкам, если ты раскидаешь их в SEO, типа по софтовому полу. Баг может там сильно работать. Ну и в принципе на картах, где вертикалка, на вот тоже шале, когда ты кидаешь гримилку на сову, у тебя с большого гаража снизу с подвала можно прострелить чела четко по метке. Хоть баком, хоть не баком, без разницы. Просто логика такая, что у тебя бесконечная метка, и чел может быть не в курсе. Я думаю, мы достаточно про пчел рассказали. Да, я думаю, мы конкретно пчел разобрали. Я думаю, мы конкретно сейчас пасечники после такого видео. Если вам понравился этот видеоролик, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите в комментариях, какие вы бы еще хотели видеть ролики на нашем канале про всеми нашу любимую игру. До встречи!